Сигнал подает сигнал СОС. Удар по стратегическому предприятию. В Армении обеспокоены. Москва готовится к вооруженному конфликту на Кавказе. 500 дронов и ракет. Киев готовит беспрецедентный удар по России. После ликвидации военных лидеров режима в Иране открыт огонь по судьям. Серия взрывов в многоэтажках напугала Кремль. К разбору подключили доверенного человека Путина. Лондон вслед за Парижем готовы к важному шагу. Поможет ли это положить конец кровавому конфликту? И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Дроны и ракеты. Агрессор снова нанес ночной удар по Украине. В Днепре в результате атаки погиб мужчина и пострадала женщина. Повреждены многоэтажка и промышленные предприятия. В городе также возникли пожары, в частности на парковке. В Днепропетровском районе вспыхнул торговый центр. Пожары также возникли на одном предприятии. Погиб 1 человек, еще 4 ранены. В Харькове в результате массированной атаки Российской Федерации возникли 7 пожаров, повреждены дома, пострадали 5 человек. Вот мой дрон. В российском Ставрополе дроны утром в субботу атаковали предприятие «Сигнал». Как видно на многочисленных видео, БПЛА достигли цели. «Сигнал» является одним из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса «Юга России». Официально завод делает оборудование для цифрового телерадиовещания, но по оценкам экспертов «Сигнал» также является одним из главных производителей электроники для вооруженных сил Российской Федерации. Для российской армии завод производит средства РЭП, в частности станции активных помех «Смальта», «Гордения», РЭП-комплексы для самолетов и наземных объектов, включая «Тополь-Э». Возможно, больше не будет, как минимум какое-то время. В Лондоне подумывают о признании палестинского государства. На сайте правительства Великобритании появилось заявление Кира Стармера. Ужасающие сцены в Газе не утихают. Продолжающееся удержание заложников, голод и отказ в гуманитарной помощи палестинскому народу, рост насилия со стороны экстремистских поселенческих группировок и несоразмерная военная эскалация Израиля в Газе – все это непростительно. Премьер-министр Великобритании заявил, что его правительство совместно с ближайшими союзниками работает над мирным планом для региона и конкретными шагами в его реализации. Признание палестинского государства должно стать одним из таких шагов. Я в этом не преклонен, но оно должно быть частью более широкого плана, который в конечном итоге приведет к решению проблемы двух государств и прочной безопасности для палестинцев и израильтян. Ранее о намерении признать Палестину написал президент Франции Эммануэль Макрон. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал решение Парижа. Негативно на инициативу Франции также отреагировал госсекретарь США Марко Рубио. Дональд Трамп прокомментировал решение Макрона признать Палестину в собственном стиле. Послушайте, он другой человек. Он нормальный, он командный игрок, в общем-то. Но вот и хорошая новость. То, что он говорит, не имеет значения. Это ничего не изменит. В свою очередь, Дональд Трамп призвал Израиль покончить с Хамас. Такое заявление президент США сделал из-за срыва переговоров о прекращении огня и освобождении заложников. После разговора с Биньямином Нетаньяху хозяин Белого дома заявил журналистам. Хамас на самом деле не хотел заключать сделку. Я думаю, они хотят умереть, и это очень и очень плохо. И дошло до того, что придется довести дело до конца. Как пишет издание Axios, Израиль на прошлой неделе принял предложение о перемирии, выдвинутое катарскими и египетскими посредниками. В ответ Хамас предложил изменить условия, что было сразу же отклонено Израилем. Это привело к срыву непрямых переговоров, несмотря на достигнутый ранее прогресс.
Москва готовится к эскалации. В последние недели на российскую базу в Гюмри доставляют большое количество военной техники и боеприпасов. Там ежедневно приземляется несколько грузовых самолетов с военными грузами. Об этом пишет армянское издание «Грапарак». Эксперты предполагают, Москва может готовиться к возможным переменам в регионе. Издание утверждает, что армянские власти осведомлены о происходящем, но пока не дают официальных комментариев. В последние месяцы Кремлю удалось максимально испортить отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. Российская база имеет два гарнизона. Собственно, в Гюмри, в 123 километрах от Еревана, и в самой армянской столице. Она оснащена зенитно-ракетными комплексами, истребителями и боевыми вертолетами, а численность личного состава насчитывает около 4000 военнослужащих. Количество жертв взрыва газа в Саратове возросло. Первоначально сообщалось о 3 погибших. Теперь это трагическое число возросло до 7. Пострадали 16 человек. Работы продолжали всю ночь. Работаем круглосуточно. Привлечено более 400 человек личного состава и более 100 единиц техники. Взрыв прогремел в жилом доме на улице Блинова накануне, в результате чего обрушился угловой подъезд с 7 по 10 этажи. По версии спасателей, причиной трагедии стал хлопок газа в одной из квартир. Из-за угрозы повторного обрушения эвакуировали жителей соседних подъездов. Повреждено свыше 30 квартир и несколько автомобилей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Дом был построен всего 15 лет назад. Как пишет Мэш, только за последний год в нем сменились 3 управляющие компании. Ни одна не провела проверку на утечки газа. Кроме того, жители жаловались, что в газовую смесь перестали добавлять одорант – пахучее вещество, по которому можно было бы обнаружить утечку. За пару часов до трагедии анонимная жительница жаловалась в комментариях в телеграм-канале руководителя Саратова. Газовая труба оголилась, администрация Ленинского кормит завтраками. Тут многоквартирные дома, которые в лучшем случае могут остаться без газа, а в худшем просто может рвануть. Помогите в решении данного вопроса. Взрывы газа за последние месяцы громыхают по всей России, не только в провинции, но и в Москве. Похоже, впервые за это время на место ЧП прибыл лично министр по чрезвычайным ситуациям, а в прошлом многолетний личный адъютант Путина Александр Куренков. Сил и средств хватает, мы это также наблюдаем. Похоже, в Кремле тоже запахло жареным. Как думаете? Пишите в комментариях. Стрельба в Иране, в столице провинции Систан и Белуджистан, городе Захедан. В результате нападения на здание суда ранены 13 человек, погибли 5, в том числе 3 нападавших. Ответственность за нападение взяла на себя суннитская группировка Джаиш аль-Адль. Армия справедливости. Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале формирования. По данным очевидцев, боевики группировки ворвались в кабинеты судей. В результате были убиты и ранены сотрудники судебных органов и силовых структур. Когда я вошел в зал суда, я услышал стрельбу. На мгновение земля и небо наполнились пулями. Они стреляли в офицеров у двери. Они попадали в кого-то. Они не разбирали, стреляют ли в офицера военного или обычного гражданского. В этот момент пуля попала мне в лицо. Моя голова была залита кровью. Я упал. Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана вблизи границ с Пакистаном и Афганистаном, населена преимущественно суннитами-белуджами, которые жалуются на дискриминацию. Регион часто становится местом столкновений между силами безопасности Ирана и повстанцами. Это уже не первое нападение на судей в стране за последнее время. В январе вооруженный человек проник в здание Верховного суда в Тегеране и убил 2 судей. Нападавший покончил с собой сразу после совершения теракта. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Украина и Россия в целом договорились о проведении встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина на территории Турции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан. В интервью турецкому телеканалу НТВ он отметил, что договоренность обсуждалась в рамках 3-го раунда переговоров в Стамбуле, состоявшегося накануне.
Это гуманитарная катастрофа, разрушены целые города. В то же время мы имеем дело с конфликтом, способным перерасти в более широкую войну и углубить международные расколы. Это крайне тяжелая и дорогостоящая война, в которой задействовано все, кроме ядерного оружия. В среду в Стамбуле прошел третий раунд мирных переговоров между Россией и Украиной. Официально встреча продлилась всего около 40 минут и не принесла ощутимых результатов. Единственным решением стало согласие продолжить обмен пленными. Киев выступал за проведение личной встречи Зеленского и Путина до конца августа. Однако российская сторона заявила, что такой формат возможен только после того, как будет подготовлено мирное соглашение. Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган накануне заявил, что хотел бы организовать в Стамбуле встречу между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. ВСУ готовят беспрецедентный удар по России. Будет использовано 500-600 беспилотников, а также ракеты «Нептун» и «Сапсан». О коварных планах Киева рассказал глава Российского центра изучения военных конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Вести ФМ. Мне сообщили офицеры разведки, которые отслеживают действия противника в глубине его территории. Они предупреждают, Москве нужно быть готовой. Пугает или в этом что-то есть? Как думаете, пишите в комментариях. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.